В маленьком фермерском поселении, окруженном полями и лесами, жила пара Гарольд и Мэри. Они были вместе почти полвека. Гарольд был человеком немногословным, привычным к земле, работе и молчанию. Его жизнь вращалась вокруг простых дел: огород, курятник, ремонт трактора. Одну вещь, однако, он охранял с почти суеверной настойчивостью: старый сарай, стоящий на краю участка. Никто никогда не видел, чтобы он туда входил при свете дня, и уж тем более, чтобы кого-то пускал внутрь. Мэри привыкла. Сперва она задавала вопросы, потом перестала. Гарольд не был жестоким, он просто молчал, когда не хотел говорить. Сарай стал частью их жизни, как старая вишня или колодец, просто есть, и все. Покосившаяся дверь всегда была заперта на тяжелый замок, ржавевший с годами, но не терявший силы. Гарольд умер тихо, ранним утром, не дождавшись весны. Мэри осталась одна, среди скрипящих половиц, выцветших фотографий и шороха ветра, стучащего в окна. Прошел месяц, потом другой. Она прибиралась во дворе, перебирала старые инструменты, заваривала чай, сидела на веранде, глядя в сторону сарая. Однажды она заметила, что ключ от сарая все это время лежал в старом ящике у кровати, обернутый в носовой платок. Руки дрожали, когда она подошла к двери. Замок хрипло щелкнул, будто вздохнул, и дверь медленно открылась. Внутри было темно, но не пусто. Солнечный луч скользнул сквозь узкую щель в крыше и осветил то, что находилось внутри. Сарай оказался не складом для инструментов, как она думала все эти годы. Это было что-то вроде мастерской, но необычной. По стенам висели десятки, если не сотни рисунков портреты. Маслом, углем, карандашом. Все один и тот же человек. Женщина. Она. Мэри. Молодая, зрелая, улыбающаяся, грустная, в движении и в покое. Сотни версий ее самой, как будто Гарольд пытался поймать каждое ее состояние, каждое мгновение, которое он не мог выразить словами. На старом деревянном столе лежали кисти, высохшие краски, стопка эскизов. В углу мольберт с незаконченным портретом, на котором Мэри читает книгу у окна. В лицо еще не были прописаны глаза. Она стояла, не двигаясь, чувствуя, как внутри нее разламывается тишина, та самая, которую Гарольд носил в себе все эти годы. Он говорил с ней через каждый мазок, каждую тень и линию. То, что он не умел сказать вслух, он передал здесь, в этом забытом сарае, ставшем храмом его молчаливой любви. Мэри закрыла дверь, но на замок больше не запирала. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.